Всем привет! В прошлом видео мы установили PageCharm. Я вычитал, что необходимо рассказывать чуть-чуть о себе в начале видеоролика. Пробую. Первое образование у меня юридическое, второе компьютерные науки, Computer Science. Выполнял обязанности проект-менеджера, тестировщика ручного, автоматизированного тестировщика, SDET и немного DevOps. И сейчас мы будем стараться выполнять действия по веб-кодингу. Для этого обязательное действие – это настройка окружающей среды. Что мы делаем? Сегодня мы устанавливаем в PageCharm связку с GitHub. Я не вырезаю ничего. Если у меня возникает какая-то сложность, я ее в онлайне прямо под запись стараюсь разрешить. И в том числе все, которые всплывающие окна у меня появляются, они будут соответствовать тем окнам, которые, скорее всего, появятся и у вас. То есть я полностью на голую систему устанавливаю все это окружение. И у меня есть визуализация кликов. Левый клик, правый клик, синий такой, левый красный. И визуализация нажатия букв и сочетания клавиш. Вы их видите здесь, мышка моя тоже видна. Вот. Хорошо, поехали. Здесь он говорит о том, что хочет подключить AI-помощника, но это платная функция. Первые 30 дней бесплатно, потом уже будет оплата. Я отменяю это. Мне это не нужно. То есть даже если мы будем веб-кодить, мы будем веб-кодить, подключая сюда Cloud-код, а не используя штатные инструменты PageCharm. Окей. Здесь закрываем, так что для веб-кодинга это нам не нужно. Сейчас мы стараемся подключить GitHub. Для этого мы заходим в контроль версий в PageCharm. Так, я привык больше через полный интерфейс. И здесь Enable Version Control Integration мы кликаем. Git. Да, Git. Окей. После этого у нас появляется уже дополнительная менюха Git. И теперь наша задача это как нам оттестировать, что Git подключен и работает. Это необходимо стянуть какой-то проект. Так, это у нас клон. Где у нас клон? Клон. Хорошо. И здесь я буду стараться... Есть возможность подключить просто по ссылке, но можно подключить просто аккаунт. Сейчас я посмотрю, что из этого лучше работает для моего проекта. Сейчас я гляну, какой у меня там пароль, и на это время остановлю запись. Мне кажется, самый быстрый способ подключить именно GitHub сюда, это вначале залогиниться через браузер. Сюда можно ввести... Ага, это полностью новая регистрация. Аккаунт у меня уже создан, поэтому я кликаю Sign In. Это имя. И сейчас глянем, что там у нас с паролем. Я сохранил в настройках, чтобы автоматически уже применялось. И сейчас у нас спрашивает
Двухфакторная аутентификация. Окей, надо тогда залезть в приложение через аутентификатор и загнать сюда код. Опять остановлю запись. Окей, я ввел. Дальше спрашивает, ввести ли паски. Нет, не надо, сейчас не хочу. Есть мои проекты, то есть я уже залогинен. Так, теперь я найду проект, который я хочу стянуть. Это тестовый, такой локальный проект, который помогает автоматизировать локальные мои задачи. Вставляет дату по сочетанию клавиш. Так, GitHub мы уже здесь подключили, но давайте подключим именно аккаунт. Логин via GitHub. Я пользовал эту функцию, но часто она начала сбейтить, и я начал авторизоваться через токен. Здесь надо нажать эту кнопку «Авторизоваться через GitHub». Сейчас все прошло удачно, но это не всегда так происходит. Иногда приходится работать через токен. В поиске я вбиваю нужный репозиторий, и он у меня появляется. Я просто могу дважды кликнуть по нему или нажать клон. Нет, дважды кликнуть по нему. Ага, Enter сработал. Хорошо, значит Enter. Enter или клик по кнопке. Доверять ли этому проекту? Да, доверять этому проекту. Да, разрешить. Хорошо. Теперь у нас уже есть связка с гитом. Как мы можем проверить, что связка с гитом есть? Сюда в меню PageArmor заходим в Git, и здесь, когда мы нажимаем клон, то у нас уже подсоединен конкретный наш аккаунт, и его имя написано здесь. То есть мы уже, с программой минимум справились. Теперь мы должны оттестировать, по-хорошему должны оттестировать, работает ли вся система. А работает ли вся система, можно зайти в список коммитов Ага, я не могу редактировать readme.md по той причине, что здесь выбрана картинка превью. Здесь можно выбрать Editor and Preview, тогда здесь уже будет редактируемый текст, а здесь именно сама превьюха, которую можно читать, и удобно кликать по ссылкам, либо просто сам текст. Я, допустим, хочу добавить по гайдлайнам, пустая строка здесь должна быть. Вот, я добавил пустую строку. И теперь я хочу это все закоммитить. Залить на Git. Я кликаю сюда в commit или Alt 0. Пробую Alt 0, сработало. Выбираю файл, который я хочу видоизменить. Он уже у меня был выбран в добавление. Git add уже был создан. То есть, если это новый файл, там, допустим, вот так вот, новый файл, и мы его назвали как-то, автоматически система спрашивает, добавить ли к отслеживанию в Git. Сразу при создании он спрашивает. Можно сразу выбрать, что все файлы добавлять,
чтобы каждый раз не кликать. Если вы по какой-то причине забыли нажать «Добавить add», и не нажали эту кнопку «Не спрашивать в будущем», и это выглядит так, то новый файл будет красненьким. Белым неизмененные файлы, синим это мы сюда внесли изменения, красным не отслеживается гид. Можно правой кнопкой кликнуть и нажать «Отслеживать в гид». Git add или Ctrl-Alt-A. Окей. Ctrl-Alt-A. Все, он загорелся зелененьким, как полностью новосозданный. И он сейчас появляется здесь. То есть можно выбирать, какие коммитить, какие нет. Но он был только тестовый, поэтому мы его просто удаляем. Хорошо, тестируем, можно ли сделать такой коммит. Тест работоспособности GitHub через PyCharm. Плюс пустая строка в MD. Commit and push. Да, спрашивает, под каким именем и под каким имейлом. По-моему, с пустым он не пропустит, но давайте попробуем. Да, с пустым не пропустит. Хорошо, тогда введем сюда наш email. И здесь наше сообщение, наш файл, и нажимаем Push. Мы можем проверить из независимого источника, был ли осуществлен push, то есть если связка с GitHub. Допустим, здесь написано, что последние изменения 9 месяцев назад. Если обновить F5 страницу, то здесь уже написано прямо сейчас код коммита. И также это можно удобно увидеть из PyCharm, нажав здесь Git или Alt-9, и увидеть, что вот здесь добавился дополнительный коммит. Итак, сегодня мы успешно соединили наш PyCharm и github.com и даже чуть-чуть больше. Хорошо. Финансового вам благополучия и успехов создать финансово значимый и успешный продукт, используя веб-кодинг. Всех благ.